Рецепт с репчатым луком от кашля. Репчатый лук – это универсальное средство от кашля, которое помогает и взрослым, и детям. Содержание в растении таких веществ, как витамины, среди которых и аскорбиновая кислота, фитонциды, органические кислоты и прочие, делает его комплексным противопростудным средством. Репчатый лук укрепляет иммунитет, разжижает скопившуюся в верхних дыхательных путях или бронхах мокроту, облегчает ее эвакуацию из организма посредством откашливания, то есть обладает отхаркивающим свойством, убивает патогенную микрофлору. Лук с картофелем и яблоком от кашля. У детей рецепт нужно: лук репчатый 1 шатэ. Средних размеров, картофель 1 клубень, яблоко 1 шатэ. Вода 1 литр. Из этих компонентов готовится отвар. Картофель и лук моют и чистят, яблоко моют, все компоненты нарезают на четверти, заливают водой и варят до тех пор, пока от воды не останется половина объема. Трижды в день отвар дают детям по 1 час. Ложки лук с медом от кашля. Рецепт нужно: лук репчатый 0,5 кг, сахар, песок 300 ложки, мед 50 грамм, вода 1 литр. Лук мелко режут или трут на терку, смешивают его сначала с сахаром, а потом и с медом в воду, доводят до кипения. Медово-луковую смесь заливают кипятком и оставляют на 1 час, чтобы средство от кашля настоялось для быстрого отхаркивающего эффекта. Его рекомендуют пить по 1 ложке до 5 раз в сутки. Репчатый лук при бронхите. Бронхит, по мнению врачей, обычно провоцируется вирусами. Если его не лечить вовремя, очень скоро в воспаленных бронхах начинается вторичный бактериальный инфекционный процесс. Во время болезни человека мучает сначала сухой, а потом влажный кашель. Цель лечения бронхита – стимулировать защитные резервы организма на борьбу с вирусом, не допустить размножения на слизистой бронхов патогенных бактерий, снять воспаление слизистой бронхов, помочь человеку откашлять бронхиальную слизь. Все они достижимы посредством лечения народными препаратами с луком, который обладает иммуностимулирующим, антибактериальным, противовоспалительным, равнозаживляющим и отхаркивающим свойствами. Лук и куриный жир как обволакивающие средства при воспалении бронхов. Рецепт нужно: лук 1 шатэ, куриный жир 1 столовая ложка. Куриный жир топят на сковороде, после чего 1 минуту в нем обжаривают помытый, очищенный и мелко нарезанный лук. В теплом виде принимают по 1 ложки утром натощак, вечером перед ужином молоко и луковый сок. Рецепт нужно: молоко жирное 250 мл, лук 0,5 шатэ. Из половинки лука получают сок, молоко ставят кипеть, добавляют в него луковый сок, варят 3 минуты. Можно начинать принимать через час по 1 ложки. В день надо принять трижды. Репчатый лук от насморка. Применение. Свойства лука: разжижать слизь и снимать воспаление слизистой оболочки. Используют также для лечения насморка. Масляные капли с соком лука и соком алоэ от ринита у взрослых и детей. Рецепт нужно: оливковое масло, сок лука, сок алоэ в соотношении 1 час. Ложка масла к 3 каплям соков растений. Готовят масляные капли путем смешивания слегка подогретого масла из оливок с луковым соком и соком алоэ. Закапывают нос после его промывания 3-4 раза в день. Нужно: репчатый лук 1 шатэ, вода 1 литр, воронка из картона или плотной бумаги. Добывают луковый сок, выливают его в стакан ставят на водяную баню, сверху на него устанавливают воронку, через которую и следует дышать. Время процедуры 10 минут, то есть по 5 минут на каждую ноздрю. Репчатый лук для иммунитета. Рецепт. В осенне-зимний период, когда бушует эпидемия гриппа и ОРВИ, рекомендуют периодически проходить их профилактику, предпринимая меры по повышению иммунитета. В том числе это можно сделать луком. Медовая настойка из репчатого лука и чеснока с лимонным соком. Рецепт нужно: мед 200 грамм. Репчатый лук 1 штат, чеснок 1 головка, сок из 0,5 лемона. Лук и чеснок очищают лук, режут крупными кубиками, зубки чеснока делят пополам. Выкладывают все в стеклянную банку, выжимают сок из 0,5 лимона, добавляют к луку и чесноку, заливают все медом. Настаивают в течение суток, принимают утром или вечером по 1 ложки. Репчатый лук от гриппа. Врачи-вирусологи утверждают, что лук от гриппа вряд ли поможет. Да, вирус действительно сильный. Но если полезное растение не убережет от самой болезни, оно может организму быстрее с ней справиться. В качестве профилактики рекомендуют пассивные ингаляции с луком.
До 0,5 кг репчатого лука рекомендуют разрезать на толстые кольца и разложить в нескольких местах в помещении. Считается, что его пары убьют болезнетворные микроорганизмы в воздухе, люди же в помещении получат пассивную ингаляцию. Репчатый лук при авитаминозе. В репчатом луке содержится большое количество витаминов, в том числе аскорбиновая кислота, витамин С, токоферол, витамин Е, фолиевая кислота, витамин В9. Чтобы поддержать организм в период авитаминоза, рекомендуется съедать 100 грамм репчатого или зеленого лука. Лечение ушей репчатым луком. Рецепт. Антибиотические свойства содержащихся в луковом соке веществ можно использовать при отите, в том числе и среднем. Теплый сок репчатого лука в виде ушных капель. Рецепт. Нужно луковица 1 шт. Помытую и разрезанную пополам луковичку в кожуре запекают в духовке. Выступивший сок, пока он теплый, по 2-3 капли закапывают в ухо. Репчатый лук при температуре ребенку. Сбить температуру у ребенка помогут компрессики с луком. Луковицу растения моют, очищают от кожуры и нарезают кольцами. Кольца прикладывают на лобик и щечки ребенку. Но есть вероятность обжечь глаза и слизистую носа. Поэтому можно выложить луковые кольца на пяточки, после чего одеть носочки или икроножные мышцы температурящего малыша. Репчатый лук при туберкулезе. Титанциды в корневых луковицах и зеленых стеблях репчатого лука способны убивать болезнетворные бактерии, в том числе и палочку Коха. Чтобы поддержать больного туберкулезом одновременно со сложным традиционным лечением, ему рекомендуется принимать концентрированный медово-луковый препарат, в котором сок лука и жидкий мед сведены 1 к 1. Принимать нужно по 1 час ложки минимум 3, а то и 5 раз в день. Больше народных рецептов с репчатым луком смотрите в статьях.